Всем привет! С вами Ларри. Вы на канале про хобби, а это наша рубрика о фигурках, в которой мы рассказываем вам про классные фигурки от разных производителей. На днях мне вручили вот эту красивую коробку с сильно помятым уголком. Благодаря Почте России. Спасибо, блин. Печальная история. В коробке фигурка Color K. С третьего раза я это выговорила. Это извращенная версия вокалоида Хацуне Мику, созданная графическим дизайнером и 3D-модельером Дейна. Одной из самых популярных фигурок Дейна является Kalne K, механическая мерзость, вдохновленная все той же Мику. Сегодня мы будем смотреть ее более очеловеченный вариант Color K. Не путайте Kalne и Color, это две разные фигурки, созданные одним скульптором Дейна. Фигурка увидела свет в мае 2016 года. Мы ее тогда, к сожалению, купить не смогли. Сейчас ее можно приобрести, например, на той же самой Пламое, но там она будет стоить чуть-чуть дороже, чем стоила в момент релиза, а именно 14 тысяч йен. На фронтальной стороне нас встречает красивое изображение Color, сопровождаемое темными текстурами на фоне. Коробка выполнена из плотного гладкого картона, что положительно сказывается на общем дизайне всей коробки. По сторонам нанесен логотип линейки HDGE. Коробка оказалась довольно прочной, что очень обрадовало, так как угол был сильно помят, и мы думали, что фигурки хана, зная, какие у Color шикарные хвосты. Вся техническая и контактная информация и предупреждения размещены на донной стороне коробки. Под крышкой Color заперта внутри прозрачного блистера. Она одна большая фигурка без каких-либо дополнительных конструкций. Открываем блистер, достаем Color. А из-под небольшой канавки под ней подставку. Та-да! Прежде чем поставить фигурку на подставку, хотела бы немножечко поговорить о самой подставке. Как ни печально, у Юнионов с тех пор ничего не изменилось. У нас было два видео по их фигуркам, и там две фигурки, вышедшие после Color, они точно такие же простые черные треугольники в качестве подставок имеют. Печаль. Обычный треугольник. Ну что, давайте поставим фигурку на подставку. Основание треугольника обращено вперед, а кончик треугольника будет сзади. На нижней части правой ноги Color есть два отверстия для колышков подставки. Чтобы соединить их, более высокий штифт вставляем в пятку сапога, в то время как более короткий штифт стыкуется с подошвой. И немного надавив на фигурку, немного фигурку, не встает. О, встает. Много надавив на фигурку, Color встает на подставку. Высота фигурки 20 сантиметров. Как мы помним, Union Creative свои фигурки не масштабирует. Ну, а теперь в деталях на крупных планах. Color K – потрясающая комплитка. Эта фигура полна множества крошечных сложных деталей. Один из примечательных элементов фигурки – ее асимметричный дизайн. Обычно такие вещи, как правило, получаются со смещенным центром тяжести, и фигурка впоследствии начинает нагибаться вперед или назад, если не достигнут правильный баланс, как это сделано в случае с Color. У фигурки множество элементов, которые можно рассматривать часами, что делает ее фантастической.
Со спины юбка Каоры элегантно расходится лучами в разные стороны, как плащ. Скульптурная работа в данном случае потрясающая. Посмотрите, как она облегает ее бедра, а затем подскакивает к низу вместе со всеми изгибами. У Каоры весьма интересное выражение лица и два разных глаза, один левый, другой правый. Шучу. Один зеленый и один кроваво-красный. Само лицо мертвецки серьезное, а взгляд тяжелый. На ее голове уютно разместился текстурированный изопод, который является знаковым символом воплощения Удейна. Другим уникальным элементом дизайна для этой фигуры является отсутствие нижнего белья. Это место у Каоры закрыто серией перекрещивающихся ремней. Данный элемент дизайна эффектен и сексуален. Для тех, кто задается вопросом, фигурка не 18+, потому что снизу нет женских органов, там плоско, как у любой куклы пупса. Да, и еще вдобавок все закрыто ремешками. Сбоку на ремнях у фигурки закреплены 3 невероятно больших шприца. Это один из самых ужасающих элементов дизайна. Материал, используемый для создания цилиндров, имеет слегка темную текстуру, и они кажутся не совсем чистыми. Невероятно впечатляющие ботинки Каоры выполнены в белом цвете с мраморными вкраплениями и салатовыми элементами в виде шнурков и платформы подошв. Они отлично контрастируют с темными чулками. Со спины на одежде фигурки отпечатан замысловатый символ, а на предплечье у Каоры вы можете увидеть татуировку канзи. Прическа Каоры – 2 длинных хвоста, выполненные в градиенте от темно-зеленого до светло-бирюзового и даже белого ближе к кончикам и украшенных черными бантами. Я верю, что Union Creative вложили много усилий в то, чтобы тщательно воспроизвести данного персонажа в виде фигурки. Но вот подставка, скорее всего, понравится не всем, так как является самым невзрачным ее элементом. Ну что ж, у меня на этом все. С вами была Лария. Ставьте лайк видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить дальнейшие выпуски. Рассказывайте о нас своим друзьям, а мы и дальше будем радовать вас невероятно космическими зеленоволосыми фигурками. Всем пока!